Приветствую вас, ребят! Вы на канале Юра. Сегодня речь пойдет о осмотре, подборе автомобиля. Я уже 1,5 года не снимал ни одного видео по этой рубрике. Хотя я смотрел людям машины, обращались, но я это все не снимал. Сам не знаю почему. Видимо, потому что вот последнее видео, которое вышло в феврале 2021 года, набрало мало просмотров. Там, по-моему, даже 1000 не набрало. Я подумал, что людям это не интересно. Думаю, зачем снимать? Забил, короче, на эту рубрику. Но недавно так решил, думаю, надо что-то новое вносить на канал, все равно, что людям интересно, потому что все довольно обыденно. Сделал в соцсетях голосование, соцсети в описании, подписывайтесь. Подписывайтесь на канал в Телеграме, там такой дружеский чат, мы общаемся, я умничаю, ребята дополняют, спорим. Там ребята фотки выбрасывают, кто по Европе катался, какие там европейские автомобили, которые у нас на дорогах не встретишь. В общем, все довольно интересно, я думаю, вам понравится, так что ссылки в описании. Я сделал голосование в соцсетях, люди написали, все, давай, снимай подборы, интересно ведь. Тем более я решил, что сейчас это актуально, почему я сделал голосование. Как я говорил в прошлых видео, прошлые видео были про ремонты автомобилей и затраты на их ремонт. Ссылки я также оставлю в описании, я думаю, вам будет это очень интересно, потому что реальные цены, реальные условия. Двигатели, запчасти, все вот это. Люди боятся, кровь по сердцу, всегда этого страшно. Вот. И я решил, люди хотят, значит, надо делать. Тем более сейчас это актуально. Плюс автомобили дорожают, и автомобили как-то меньше становятся. И нормальные автомобили, честно говоря, на глазах уходят. Сейчас уже чуть ли не драка происходит. Мне в соцсети написал мой хороший знакомый. Он сейчас по Европе катается, дальнобой вот-вот должен вернуться. Говорит, перед рейсом я продал свою А4 Б5. У него 1.8, 125 лошадиных сил. 1.8 атмосферник, а не 1.8 турбо. Кстати, такая машина была на обзоре. Можете посмотреть, если вам интересно. И говорит, я нашел оптимальный себе вариант. Это А6 C6. Хочу купить настоящую Audi. Настоящая Audi это Quattro, как утверждается. Потому что Audi на переднем приводе это Volkswagen. Хотя у Volkswagen есть 4Motion. Но не буду я спорить, утверждать. Я весь ВАГ люблю. Они мне все сердцу дорогие. Так что всех я их люблю. Обзор на А6 C6 был. Можете посмотреть, если вам интересно. Там я много чего рассказал, остановился на технических моментах. Там почти на 40 минут обзор. И это видео находится в топе по просмотрам. Оно очень зашло. В общем, смотрите подробно, если вам интересна именно эта машина. Говорит, нашел я правильную конфигурацию для себя, потому что он побаивается дизелей. Не знаю почему, но я уже шутил на видео про email, как и CLS, прошлое видео по ремонту Мерседеса, что многие просто боятся дизелей, что турбина, именно этого слова боятся, турбина, чтобы был вентилятор, наверное, меньше люди так боялись. Не ТДИ, а ВДИ. Вот. И говорит, нашел 3 машины, подъедь, посмотри, пожалуйста. Я захожу, смотрю объявление, нахожу 2. Третья уже была, видимо, продана. Ему отписывать, говорит, да, продана. Звоню по второй, там за 8200 машина тоже, по-моему, только 5-й год был, там около 300 тысяч, Quattro, все как он хотел, бежевый салон. Звоню, говорю, хочу посмотреть, говорю, все, уже продано. Сейчас буду снимать объявление. Но что остается? Надо ехать смотреть третью только. В общем, А6 C6, 2004 год, первый год выпуска, 3.0 BBG этот мотор. Про мотор чуть позже поговорим. Это самый надежный бензиновый мотор на А6 C6, чугунные гильзы, вся эта тема. Quattro, я в обзоре говорил, то что очень много было машин, 2.4, дизель. Тоже был Сен 3.2 FSI, очень много этих машин были на переднем приводе, а передний привод это с вариатором. И вариатор я вам не рекомендую покупать. А здесь раз Quattro, значит 6-ступенчатый типтроник, все нормально. Вот. Такой интересный цвет серый, владелец скинул фото, прям можно сразу не глядя покупать, все уже. И хорошая комплектация, конечно. Сиденье S-Line с подогревом, с поясничным подпором, потом электролюк, электрошторка задняя, чтобы не забыть, что там, разумеется, круиз, двухзонный климат-контроль, лепестки, заменена MMI, 3G с жестким диском установлена, также приборка заменена, подрулевые лепестки, громкая связь, Bluetooth, в общем, вроде бы и все. Навигация есть, да. Ну, все вроде,
максимальная комплектация, сколько возможно. Так же, как и у той Audi A6, которая была у меня на обзоре. На этой также установлена оптика уже рестовая. И передние тормоза от Audi A8 с дисками 19-ми. Такие же 19 диски стояли на Audi A8 D2. Помните вот видео по переделке A8 D2? Салон там перешили, ну вот, преобразили машину. Кому интересно, можете посмотреть. Ну, в общем, это D3 такие же диски с индивидуальным переливом. Там заказали, поставили. Владелец бросил видео, но машина очень красивая, классная, все. В общем, позвонил, ничего не спрашивал, просто договорился о встрече. Приезжаю в установленное время, владельца нету, ему звоню, он говорит, я на 10-15 минут опаздываю, потому что вот на работе задержался, но машина стоит во дворе, можете, в принципе, приступать к осмотру. Я говорю, ну, жду, все, и начинаю смотреть машину. Я не профессиональный маляр, у меня нету толщиномера с собой, но я, имея свой опыт с автомобилями, я сразу замечаю, что он накрашена. Я прошу прощения, я снимал не на камеру, а снимал на телефон. Но я надеюсь, качество будет приемлемое, и вы сами вот можете заметить то, что по качеству, что машина крашена. По этим всем нарезкам видно, что машина крашена. Но по зазорам вроде бы все нормально выставлено. Вот машину видно, что разобрали и собрали. И по зазорам, в общем-то, не критично. Смотрю ниже. Вижу, что варены пороги. И варены немного, ну, в общем, сами все видите. Сразу понимаю, что все равно это нужно обрабатывать снаружи, потому что начнет цвести это потом все. Вот, но под днищу претензий нет. То есть я сразу начинаю смотреть, бита ли машина. И вот тут, внимание, я в каждом обзоре в прошлых видео говорил, для тех, кто в первый раз смотрит видео, для тех я и повторю сейчас. Для меня машина битая. Это если уже был серьезный удар, повело силовую структуру кузова, геометрию кузова, родную уже жесткость кузова уже нарушена, заводская изначально. Это уже серьезная проблема, и это по большому счету не автомобиль. Потому что удар в это же самое место второй раз, просто ее сразу сплюснет и никакой жесткости уже не имеет. А если машина была коцнута, там дверь замяли, ее выгнули, отогнули, либо заменили, чтобы не было тех волн, там коцнули крыло, бампер, ну для меня это не бита, для меня это коцнуто. Битая машина для меня, что я вкладываю в термин бита, это уже нарушен силовой каркас, это уже лонжероны пошли, там днище замяли, крыша, уже серьезная проблема. Даже не серьезная относительно, но если лонжерон, в принципе, лобовой удар, чуть замяли лонжерон, его потом можно вытянуть, отремонтировать, но все равно это уже геометрия нарушена, но это, скажем, относительно критично. Но это все равно проблема, такую машину все равно не взял бы, если сказать честно. Уже все равно. А если так, наружную обшивку, так скажем, этот металл замяли, как у меня на B3, который сейчас делается, там лонжерон целый и остался, там замяло именно скорлупу наружную, вот где заднее ветровое стекло, там кузов универсал, вот обшивка-то наружная, вот арку, которую варили, вот это вот замяло. Сам лонжерон целый, там, ну, все это назад натянули, все это отогнулось, ничего не замяло. То есть силовая структура кузова не пострадала. Вот что я вкладываю в этот термин. Днище смотрю, если был бы серьезный удар боковой, там еще как-нибудь, то все равно днище повело бы, это было бы заметно. Там замазано, заделано, что вытягивали бы. То есть это уже проблема, и это уже заметно, это все равно бросается в глаза. Идеально это выставить невозможно. По зазорам вроде бы все прилично, днище нормальное, крыша тоже нормальная, сама уже дуга, полностью форма заводская, нету таких уже выступов, заломов, ну таких, которые уже, знаете, кромка стекол верхняя уже загибается, когда вот лобовой удар был, уже ну, вздыбливается, такой шов получается от удара, уже вмятина такая наружу. Такого нету, все нормально, то есть машина не билась. Проверять для тех, кто знает, или вот может кто-то не знает, что Audi A6 вообще авоська вся алюминиевая, а A6 вот морда алюминиевая, крышка багажника алюминиевая. Для этих целей у меня лежит магнит в машине, и даже без магнита на стук, по звуку я понимаю, что морда алюминиевая, то есть все в порядке с мордой, действительно алюминий. Но по зазорам передней части зазоры выставлены плохо.
И вот многие сразу любят, ну, кто уже считает себя очень хорошим экспертом, сразу это было ударено, потому что разбиралось. А что она разбиралась? Потому что было ударено. Но здесь 3-литровый бензиновый этот мотор с ременным приводом ГРМ, и чтобы его заменить, нужно разбирать всю морду. ГРМ здесь меняли, и более того, 500 километров назад, как было указано в объявлении, заменили масло. Вот, поэтому менялся ГРМ, морда разбиралась, ну и собралась неровно. Поэтому это не значит, что она была уже ударена. Хотя в дальнейшем нужно было бы и на эти все моменты шмонать. Смотрю машину уже снаружи, так на косметику, скажем, я так убедился визуально, то, что она не ударена, хотя нужно было бы подробнее диагностировать еще толщиком. А в лучших жестянку загнать. Плюс, прошу прощения, забыл еще один момент. Потом начал, так как нет толщика, визуально вроде машина не ударена, ничего такого, я криминала не обнаружил, серьезных ударов, чтобы было. Думаю, надо проверить машину еще по одному хорошему фактору, это шины. Потому что шины, я сразу обратил внимание, машина стояла с вывернутыми колесами. Я вижу, что шины не новые, они уже поездили. И как также написали в объявлении, на 2 сезона еще хватит. Машина ездит на этих колесах. Я обошел, посмотрел протектор на всех колесах. Потому что если уже был серьезный удар, машину как выгнули, вытянули, сделали, то все равно шину протекторы немного будут подъедать. Не сильно уже будут прям по-котски. Если максимальное качество, насколько это возможно, уже вытянули, выровняли, понятно, что в заводской уже не сделаешь. Но если бы это было, все равно шину какую-нибудь подъедало бы. Я обошел, посмотрел все колеса, смотрю... Хорошо то, что не БУ. И очень часто, кто ставит новые колеса при продаже автомобиля, это уже звоночек, потому что это всегда ставят, чтобы скрыть серьезные удары. Никогда не ставят новые шины. Уже там, которые сезон отходили, 2, на которых машина ездит. А вот именно с пылу, с жару новые колеса поставить на машину, которая продается, это уже не жест доброй воли. В большинстве случаев есть хорошие люди, я не спорю, я не утверждаю, но 90% случаев это пыль в глаза пустить. Обошел шины, шины целые, ну, в смысле не ест. И еще один момент по ходовой. Я, помните, смотрел B6, подбирал, и на моем такое было. Когда разбивались, ну, больше актуально для B6 задняя подвеска, а в Audi и спереди многорычажка, там по 4 рычага на каждое колесо, и сзади также. Вот, то ело задние колеса именно внутренний протектор. Это не сигнализировало о ДТП серьезно, потому что равномерно ело задние колеса. Это рассохлись или уже треснули от старости сайлентблоки, рычаги стали немного на косую и начали жрать резину, внутренний протектор. Это еще один тоже фактор для проверки ходовой. И вот здесь этого момента тоже не было. То есть ходовая еще в нормальном состоянии. Она не идеал, она не новая, это понятно. Там где-то 30% износа, там 70-60, чего, ну, это все не новое, это все не завод. Это все в износе, но не критическом. Оно потребует внимания, наверное, скорого, но не сиюминутного. Но на теперешний момент еще ездить можно. То есть и с ходовой все нормально. То есть и кузов можно проверить, и так по ходовой сигнализируют в большинстве случаев, что нормально это все. Проверив это, решил уже смотреть именно косметически, что там, как. Замечаю то, что водительская дверь, это вот краска уже коцнута, уже коцки по двери, это по-нормальному. Но это не проблема, если так вот ездить повседневно, то это не является проблемой. Но мне, я идеалист, я люблю, когда с кузовом, совсем автомобилем все в порядке, по-нормальному, это нужно красить и закрашивать. То есть уже элемент один идет. Второй момент, задняя левая арка. Там треснута шпаклевка, и там уже видно это пятно уже от воды, уже, знаете, это бело-желто-сине-голубое такое пятно. Я надеюсь, камера это передаст. Но вот видно, что там уже влага скапливается, там треснула шпакля, уже чуть-чуть рыжик, и уже там видно, что влага скапливается. По-нормальному надо зачищать, красить, потому что коррозия пойдет вот именно в этом месте. Вот, смотрю дальше, задние фонари треснуты. По крышке багажника там немножко уже окисел есть. Смотрю правую сторону. На правой арке задней жук уже вылез так нормально. Ну, не критично, но нормально тоже нужно очистить его.
потому что задняя правая арка и две двери правые, ну, царапины достаточно серьезные на машине. Можно полирнуть, но я не думаю, что такие глубокие царапины полировкой скроете. По-нормальному надо красить. То есть уже получается водительская дверь, две правые двери и задние арки. Под покраску. Задние фонари треснуты. Ну, окисло на крышке багажника. Но, в принципе, вот я снимал А8D2 с 1.9. Кому интересно, тоже ссылку я оставлю. Там был окисел в одном месте, и владелец говорит, уже 2 года езжу, он не развивается. Ну, алюминий все равно это преимущество, конечно. Вот. И давай уже заодно смотреть также, ну, вот алюминиевые элементы на месте. Вот эти вот моменты я просмотрел. Думаю, заодно надо смотреть и стекла. Проверил, ну, лабаш, по классике лабаш менен-то всегда, у меня тоже менен лабаш. Заднее ветровое стекло тоже заменено. Видимо, машина была не максимальной комплектации, поставили стекло с обогревом. И уже другое стекло сзади стоит, потому что все стоят тут четверка, ну, 4-й год сигнализирует об этом, 3 точки, то есть 3-й месяц, 4-й год, то бишь март 2004 года, все, я прошу прощения за мой английский, я с иностранными не очень, Соливер, это надпись, то же самое у меня на всех стеклах, этот Соливер, а сзади уже Годдер, ну, короче, я ставлю фотку, вот смотрите, на G, там, Кольдер, или как там надпись это по-английски. Вот, но в общем, в принципе, тоже не критично. И на это заднее ветровое машине 18 лет. И так, для информации, это я прекрасно понимаю, что новую машину не увижу. Вот, заднее ветровое заменено. То есть пороги надо по-нормальному обработать, это все сделать. Ну, так, варить, ну, эти вот элементы под покраску нужно подготовить, что впереди зима. И заодно хочу сказать то, что машина крашена, это хорошо. Это хорошо. Если машина не крашена, такая, она будет ржавой, потому что она, вот эти Audi, я говорил на обзоре, то, что у них проблемы с порогами, вот здесь пороги переварены, и как в дальнейшем владелец сказал, переварены более толстым металлом, чем есть изначально с завода. Но обработать их нормально надо. Вот. Получаем то, что будет ржаветь сразу задняя арка, вот где стык... заднее колесо, бампер, арка, вот в этом месте начинает ржаветь, спереди пороги, ну и низы дверей уже потиху тоже начинает лезть. То есть то, что она перекрашена, это очень хорошо, иначе это нужно делать вам. Это нормально. Многие вот любят, машина перекрашена, все боятся, что перекрашена. И автоподборщики все шмонают машину на то, что перекрашена или нет. Это то, что перекрашено, это хорошо, а ее шмонает на серьезные удары, на повреждение силовой структуры кузова, о чем я уже сказал. Но еще раз повторюсь, то, что перекрашено, это хорошо, а шмонают и проверяют именно на серьезные удары, на повреждение силового каркаса. Вот о чем речь идет. Ну, осмотрел я вот кузов, да, без серьезных ДТП визуально. Плюс даже если сбоку на машину посмотреть, левая-правая сторона, видно то, что двери, вот, крылья, арки, вот, все ровно выставлено. Потому что если был бы боковой удар, то так идеально двери не выставишь. Все равно уже идеальной плоскости не получится. Что-то будет выпирать, будет бросаться в глаза. Либо здесь они выровняют, вот, когда смотришь сбоку, вот, где дверные ручки, где сама дверь, то нормально вроде. А сверху будет уже выпирать. Сам как, потому что дверь погнута, ну, двери можно заменить, но все равно сама стойка, порог, крыша, если это загнуто, все равно дверь ровно, идеально будет выпирать. Это будет заметно. Слева, справа такого вроде все хорошо снаружи, то серьезных ударов не было. Автомобиль перекрашен полностью, то есть здесь уже не докопаться. В принципе, все нормально, но вот за исключением этих моментов, которые я уже назвал. В этот момент подъезжает уже владелец, открывает машину, я смотрю. Первое, конечно, то, что всегда приятно, это комплектация, да, дорогая комплектация, все работает, все хорошо. По износу руля и водительского сидения я делаю вывод, то, что пробег у машины 260, 300, 320 тысяч вот в этих диапазонах, потому что материалы там еще достаточно качественные, и там вплоть до 10-20 тысяч пробега не угадаешь. Там еще достаточно хороший материал. В принципе, такой же пробег был на той же Audi
я постоянно буду ее упоминать, которая была в обзоре. И вот по ней это заметно. Тоже примерно столько же все изношено. То есть пробег, да, ну ближе к 300, вот так где-то. И то, что поразило, ну, я в хорошем смысле. Черный глянец. Вот я не встречал никакой черный глянец. Везде отделки по дереву, либо алюминиевые эти вставки. А здесь уже такой черный глянец. Ну, приятно, так благородно выглядит, красиво. С салоном так сочетается, очень хорошо. На приборке 120 тысяч пробега, соответственно, потому что приборка заменена. А вот поэтому я по состоянию салона пытался определить пробег. Подключая компьютер, начинаю смотреть ошибки. Вот, но я прошу прощения, там солнце отсвечивало, но надеюсь, будет вам видно. Особенно самые главные моменты. Вот коды ошибок. Вот, посмотрел это все. Затем поднимаем капот, разумеется, начинаю смотреть. На первый взгляд течей, масла никаких нет, там запотеваний тоже нет. Коробка обслужена, там нормально во всех режимах переключает, без ударов вот этих. Ну, нету таких уже ударов переключений, там толчков, вот этих негативов нет. Но в любом случае раздатка и задний редуктор, неизвестно, когда масло вообще менялось в этих вещах. Что двигатель, про двигатель не забыли, про коробку не забыли. Я помню, снимал видео Nissan Navara обслуживание. Вот я там посчитал шины и замена масел везде, где только есть масло. И там вышло на тот момент, это 19-й год еще был, это вышло уже около $600 все, за все. Именно за масла, вот если... Здесь также вот про двигатель не забыли, хотя вот ГРМ поменяли, а цепи не помнят. Ну, не смотрели этот момент. Но ошибки нету по сбою фазы газораспределения. Но есть раздатка, есть также про кватро не надо забывать, что там тоже все масло. Это нужно смотреть. Вот, в принципе, на этом осмотр и закончен. Поговорили с владельцем, цена 9500. Без колес, без этих дисков и этих шин, ну, разумеется, шины и диски он забирает, 8900. $600 скидывает. Ну, плюс эти все элементы, покраска, обработка. И в остальном, ну, в принципе, вот мой вердикт такой, если вот все в порядке и больше ничего не требует внимания, но 8900, ну, сейчас машины все, в принципе, да, подорожали. Вот, и за эту машину была драка, потому что после меня, когда я уезжал, уже позвонили на осмотр, я там был в очереди, я потом за мной, я не знаю, может, машина уже будет продана, и ссылка будет это недействительно, которую я оставлю, вот, но суть такова. И если так все нормально, но, повторюсь, опять же, машина сейчас дорожает, но все равно 8 больше, ну, честно говоря, не хочется отдавать. Я понимаю, что ВАК, машина в очень хорошем состоянии, честно скажу, потому что вот многие рыжие уже, такое жлобство, там ошибки там же заглушены, датчики какие-то, уже провода, уже изолента, уже все, начался это уже колхоз. Ну, машинам первым почти 20 лет, вот 2004 года первая машина, а в 10-м их сняли, то есть уже от 12 до 18, то есть уже приличный, солидный возраст этих машин. И они технологически сложны, очень много разных электронных датчиков, то есть по электрике может машина мозг вынести. А здесь таких проблем нет, и это уже обнадежило и положительное впечатление. Что, ну, ошибки будут, но не такие серьезные. Там заслонка засорилась, нужно разобрать, достать заслонку, смазать ее, и все будет нормально. Часто. Либо замена заслонки, заслонка стоит $100, в принципе, тоже, да, вы можете сказать, если ставить уже новую, педантично подходить. Но есть машины, у которых более серьезные проблемы, которые не окрашены, красить придется вам, и за покраску $1500-2000 нужно выложить. А если вы купите по низу рынка за 7, она вам в 9 обойдется с полным перекрасом, да, и жуки надо гонять, может, арки придется вваривать, потому что забивает так, что уже там такие уже жуки, как больше, чем моя ладонь, чем моя кисть вообще. И там уже дыры сквозные будут. И косяки по двигателям, вот опять же, это электрика, изолента, вся эта херня, этот бред, то есть еще хуже. То есть я к тому, что эта машина, да, достойна этих денег, но деньги все равно немалые. То есть я так, ну, сомневаюсь, не знаю, честно говоря. И я к чему это веду? Владельцу звоню, говорю, вернее, приятелю своему, не владельцу, говорю, такая тема, вот скинул ему видео, эти отчеты, он заглох, говорит, подожди, отбой пока. И вот в этот момент... После этого осмотра должен был быть уже подбор, потому что видео я подразделяю на осмотр и подбор. Почему я называю свое видео еще осмотр и подбор? Потому что я это все делаю в 2 этапа.
Многие вот люди, которые обращались ко мне, которым я машины смотрел, они вот просили: подъедь, посмотри машину. Я говорю, уже подробно там гнать на диагностику, на СТО, шмонаем ходовую, все шмонаем толщину. Не-не-не, просто подъедь, посмотри вообще, это труп, не труп, есть смысл копать дальше или нет. Поэтому я видео называю осмотр, подбор. Потому что вот первоначально это осмотр, если машина труп, ну все, нечего с ней дело иметь и тратить на нее время. Если машина стоящая, нормальная, там, ну, на первый взгляд, критических моментов нет, тогда копаем дальше, тогда уже берем толщиномер, потому что профессионально я не занимаюсь подбором, но обстоятельства заставляют, мне, видимо, придется покупать толщиномер, уже более профессионально на эти рельсы становиться. И уже начинаем шмонать кузов толщиком, гоним, самое главное, на диагностику, смотрим ходовую, там, чтобы, ну, на какие примерно затраты можно попасть, особенно учитывая теперешний оценок. Вот я рассказывал на последнем видео про ремонт Mercedes, там ML CLS. На CLS за работу перетряхнуть там рычаги, сайлентблоки, не пневма, там пневмы не было. Именно рычаги, сайлентблоки взяли за работу $286, это 750 рублей белорусских, просто за ходовую. И здесь также можно попасть. Это только за работу, не считают рычагов, сайлентблоков, всей этой темы. Там ступица может гудить, опорные подшипники, вот это вот, шмонаем двигатель, коробку, ну уже полная компьютерная диагностика. Но, разумеется, это стоит денег. И владельцы говорят: не-не-не, просто поверхностно. Так же было и сейчас, и будет впредь дальше также. Сначала предварительный осмотр, если машина интересует владельца, тогда будем копать дальше. Уже будем более профессионально и более критично подходить к этому, уже будем торговаться, диагностировать, сбивать, ну, в общем, более детально и конкретно подходить к выбору данного авто. Сказал отбой на этом, поэтому предоставляем на осмотр машину другим людям. Я уже планировал на машине загнать ее, проверить ходовую, как там, какой сайлентблок может изнашивается уже, дать на машине еще побольше в отсечку, там выкрутить, может какие-то ошибки вылезут, может еще серьезно что-то. Продиагностировать, как форсунки льют, может они забиты, чистка форсунок. Это тоже не дешевые, потому что от плохого качества бензина я рассказывал, что забиваются форсунки, там переливы, недоливы, начинается вот такая фигня тоже. Хотя это не алюминиевый блок, но все равно излишней температуры нагрузки любому плохо. Вам тоже плохо, когда у вас температура 38, правильно, а не положенных 36,6 там. Вот, то есть на это, может, еще здесь торговал бы, может, какая ступица еще загудела бы, там, опорные подшипники, там, прошмонали, там, все вот это вот. Может, еще сторговался бы, но я не знаю, ли владелец столько много скидывал бы. Ну, в общем, в принципе, мне эти 19-е катки не нужны, и шины пускай забирают. Я на своей машине всегда ставлю минимальный размер допустимый. Здесь положен от 16 до 18. Вот у меня стоит 16, чтобы дольше жили ступичные подшипники. Ну, здесь они в сборе со ступицей. То же самое и в Audi. Вот. Можно было, потому что шины от А8, там 16 не влезут, надо было бы 17. Ну, привезли бы штампы на нее, накинули бы на штампах, укатили, потом купили бы дешевле диски. Не за $600, а дешевле это все. Ну, мы прекрасно понимали, с чем имеем дело. О, и листья, и груши падают. Но учитывая теперешние цены на автомобиль дорожает, запчасти дорожают. Хороших машин все меньше и меньше становится. Вот за такие машины идет охота. Вот звонили владельцу при мне. Но все равно вот такая сумма. Ну и, разумеется, за 8 он не отдал бы ее, но там на 8300, в принципе, можно было бы сойтись. Если вы согласны на такой компромисс идти, можно вот покупать. Если вот нет, то, ну, покупайте солярисы, полоседаны, не проще, новее, свежее, меньше геймера, меньше технологических всяких плюшек, соответственно, проблем меньше будет. Ну вот так, в общем. Ну, нет у меня однозначного мнения, честно говоря. И прекрасно я понимаю приятеля, который дал мне отбой, потому что для него либо она не такая идеальная, как было на видео от владельца, либо наоборот, может, у него денег не хватит, потому что там торга такого серьезного нету, и нет таких проблем, где можно серьезно сбить, может, у него денег попросту не хватает еще. Это двигатель 3-литровый V6, бензиновый, атмосферный, имеет индекс BBG, 218 лошадиных сил, алюминиевый блок V6 с чугунными гильзами, самый надежный двигатель. На этих машинах я рассказывал на Audi A6 C6 в обзоре про этот мотор. Привод ГРМ ременной, 2 цепи на распредвалах на каждой башке. Такая же конструкция ГРМ, как у BFM и BAT, как на 6C6, индекс BAT, BFM у D3. И таких прям заводских недоработок, каких-то конструктивных нет.
Единственное, что фазорегуляторы на обоих валах, они установлены, они ходят примерно 100 тысяч километров. Ну, больше у кого-то по факту. Но все равно приходится руки к этому прикладывать. А так в остальном все в принципе в порядке. Да, там датчики, какие-то катушки полетят, течи масла, вентиляция забивается. Ну, вот такие вот простые возрастные проблемы любого двигателя. Нет такого, что там какой-то цилиндр из-за недостаточного охлаждения, либо смазки там страдает, либо, ну, что-то такого, заводской прям недоработки нету. Разумеется, алюминиевая ГБЦ, разумеется, двигатель боится перегрева. И плохой охлаждайкой вы угробите себе двигатель, и ГБЦ также можете поразъедать полностью. Такой же плохой охлаждайкой. Я рассказывал это на своей машине. Вот недавно, которое было видео по ремонту двигателя. Кому интересно, можете посмотреть. То есть конструкция двигателя такая же, как у БАТа 4.2 атмосферного 8, который на 6C6, или BFM, который на D3 устанавливается. Помимо всего этого есть недостаток, ну, вернее, не недостаток, а то, про что часто люди забывают. Потому что в голове у всех сидит: ага, цепь, она вечная, она ходит весь срок службы автомобиля, и полностью вас это не побеспокоит, все это можно забить. Все, вот даже 4.2, которые продавали, авоськи, там 3.7, звоню, тот по объявлениям я звонил, спрашиваю, говорю: а вот ремень, да, ремень, ролики поменял, все классно, все четко, не докопаться. Я говорю, цепи меняны и натяжительная цепь. Нет, туда не смотрели. И практически у каждого спрашиваешь: нет, туда не смотрели, то не лазили. Я не говорю, что нужно обязательно лезть смотреть, но есть такая ситуация, так скажем, я где-то несколько месяцев назад, может, в начале года смотрел, диагностировал ошибки на Audi A4 B6 1.8 турбо. И там уже была проблема, то что там такая же конструкция, привод ГРМ ременной, ролики и цепь на распределах. Там гидронатяжитель установлен. И там уже была ошибка, она вылетела, потому что владелец жаловался, машина что-то не так едет. Там уже была ошибка, сбой фаз газораспределения. Короче, натяжитель сдох, цепь где-то растянута, и уже сбой по фазам происходит, и машина едет не так, как должна ехать. Здесь такой ошибки не было, да, но когда-то может ошибка вылезет ли вообще в ближайшее время, тоже вопрос. Либо вы будете ездить без, скажем, без напряга, но все равно в голове это будет сидеть. И, возможно, вам нужно будет лезть. А цепь стоит одна 230 рублей на наши деньги. Это, ну, где-то $70 примерно, где-то так, может 80. Это без натяжителя. Это самая дешевая цепь. То есть 2 цепи вам надо, это уже 160. Плюс по натяжителю, плюс работа. То есть это тоже нужно учитывать, ребята. То, что ремень поменяли с роликами, это хорошо. Но у вас сбой фаз газораспределения, распредвалы, каждый сам себе будет с ума сходить. То есть это тоже нужно учитывать. И это тоже затраты достаточно немалые. Особенно сейчас. И еще хочу сделать вам такой бонус. Я сам часто смотрю объявления о продаже A8 D3, но кто смотрел последний обзор на D3, понимает суть и в чем дело, о чем я говорю вообще. Смотрю, и очень часто люди, которые продают машину с объемом 3.7 V8, индекс двигателя BFL, пишут вот такие вот вещи, то что надежный, хороший двигатель, в отличие от геморройного 4.2. И этим людям, потому что я вот звонил таким вот продавцам, и я вижу, что люди не в курсе. Вот 3 машины таких продавались, и вот 3 человека подобные написали. Я с ними пообщался, ну, я их не учил жизни, я спросил, почему вы 4.2 считаете геморным. И люди отвечают про двигатель BVG, индекс двигателя 4.2 BVG, который вышел в 2006 году. А D3, я напомню, в 2002 уже начали поступать в продажи. Там вообще считается с 2003-го, я тоже в обзоре говорил, но с 2002-го они вот пошли, потому что есть машины вторым годом производства. Вот, и та машина, которую я снимал, была как раз 2002 года, но я сказал 2003, чтобы меньше было споров, потому что есть ярые фанаты, которые никого вокруг не слышат. Неадекват всегда присутствует. И в обзоре на Audi A6 C6 я говорил, что 4.2 двигатель было их 2. То же самое с D3, их 2. 4.2 BFM, от BFL сделали из BFM. Просто поставили другой коленвал, ход поршня стал меньше, соответственно, уменьшили объем на пол-литра. Стал 3.7 и 4.2. BFM и BFL 3.7. Привод ГРМ ременной,
ремень, ролики, то есть дешево и просто. И так как V8 на каждой ГБЦ цепи за счет распредвалов, то есть от коленвала на выпускные распредвалы ремень, а выпускные распредвалы с впускными связаны цепью. Вот. На Т3 это двигатель BFM, на А6С6 это двигатель с индексом BAT. Ну, технически одинаковый. Двигатель 3.7 вот это меньше объем и меньше мощности. Так, BFM 435 лошадиных сил, а BFL 280. 280 и 335. Вот что по лошадиным силам вы знали, как отличить. А BVG двигатель, во-первых, уже 350 лошадиных сил. Вот, ну, кому это интересно, повторюсь, А6С6 можете зайти посмотреть, там я все это подробнее рассказывал. И BVG вышел уже в 2006 году, повторюсь, 350 лошадиных сил. Там уже, да, 4 цепи, они расположены за двигателем, вот вместе соединения двигателя коробки уже за мотором, так же, как и у 3-литрового дизеля. То есть все там уже. Там уже, да, 4 цепи, 12 и 5 степень сжатия. Там вообще с завода положен 98 бензин в атмосфере. 98 2006 года. У нас в 2006 году не каждый 95-й заливал, тут 98 уже был положен. Ну, конечно, более теплонагружен, более склонность к задирам, поэтому вот многие путают именно эти двигатели. Поэтому вот вам, пожалуйста, для тех, кто не знает, заметка. Ну, вот такой получился осмотр, подбор. Я оставлю ссылку на продажу этого автомобиля в описании. Если на момент выхода этого видео автомобиль еще будет находиться в продаже, то сможете посмотреть. Если вас он заинтересовал, то можете связаться с владельцем. Владелец все равно хороший человек, не обманщик, ну, скажем так, не такой, как клон, как многие попадали, что разводят в наглую тебя, ну, я не знаю, полным идиотом считают или что. Нормальный парень, мы с ним поговорили, тоже адекватный, прекрасно понимает, что машина далеко не новая. В общем, если хотите, связывайтесь с ним, покупайте, если она еще будет продаваться. Ну, на этом все. Спасибо вам большое за внимание. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Не забывайте про колокольчик, чтобы ничего не пропустить. Подписывайтесь в телегу, тикток, все соцсети, опять же, повторяюсь, в описании. Счастливо!